Зашел в, как он называется, Вайкики, да. Посмотрел Миши носки, а то уже старые, что-то у него все разорвались. Причем 7 пар носков, вот таких, носок. На 10-13 лет написано. Размер, в принципе, у Миши 33 размер, или 35, я сейчас не вспомню точно. 35-й, поэтому размер вот это, по идее, его. Стоят они 45 лир, 7 носков, 7 пар. Остальные стоят также, но по 5 пар еще есть. Есть такие вот с Микки Маусами есть. 5 пар стоят они 45 лир. И вот такие еще есть, ну, более школьные, такие более строгие. И стоят они тоже, эти 40 лир стоят, 5 пар. И вот этих 5, разница в цене 5 лир получается. Вот. А я вот из этих вот серий, тут их есть выбор, какие брать. Не знаю даже, вот какие взять, подумать надо. Сейчас. Я тут раз смотрел на улице, вроде бы они дешевле просят, но там носки такие более простые визуально выглядят. Поэтому я пока повешу назад, потом приду еще раз, как подумаю, прикуплю носки Миши. Так тут что только нету, блин. Ну, особо, я не знаю, что надо. Может быть, джинсы с Олей придем посмотрим. Это женские, 80 лир. Вот эти вот стоят. Цена он стоит. Вот эти тоже 80 лир. Так, какой-то ассортимент здесь есть. Не очень большой, но в принципе есть. Мужские тоже. Пойду до мужских сразу. В мужском отделе полно джинс тоже. Ну, ценники разные. Вот эти висят 99 лир. Вот эти стоят 130 лир. Черные тоже 130 лир. Такие с потертостями какими-то. Тут в основном очень много черного здесь. Видно, это более модно у них считается. Здесь, видите, скини есть, облегающие. Сейчас почему-то в джинсах пропали голубые джинсы. Вот тут вот есть какие-то несколько позиций, похожие на это. Скини. А так вот слим, растягивающиеся тоже какие-то есть штаны. Не знаю, голубые пропали джинсы, все какие-то все по-другому их цвета стали в моде. Прикольная кофта, такая мягкая, материал очень мягкий, с начесом, как говорят, 150 лир стоит. Это в стиле модного на Netflix сериала, в масках там ходят. Здесь таких очень много масок, на майках, на кофтах, везде, короче. Но я бы, если покупал что-то подобное, то только с капюшоном. Без капюшона у меня и так есть. Штаны, куртки, штаны. Потоньше, полегче. Здесь вот вязаные какие-то изделия. Вот это 90 лир стоит кофта. Тоже. Размеры, мне кажется, любые можно найти. Это вот маленькие эсочки, 2С-очки. И 2XL есть, вот, типа, скорее всего, ближе всего ко мне. Тоже разные связанные все кофты стоят. Стоят они 99 лир вот это. Короче, выбирай на вкус любые. А там пуховиков каких-то завезли. Пойду посмотрю, почем их пуховики есть. Разные пуховички такие легкие. Крайне стоит 350 лир. Не знаю за что такая цена. Вот это типа дубленка какая-то. Стоит она 330 лир. Дутики прям. Тоже 350 лир стоят. Цена на них. Вот эти дутики. Один и второй. А вторые рядом за 290 лир. Жилетки вот есть тоже. 200 лир жилетка.
пальто. Вот есть. Вот такое пальтишко стоит. Оно стоит 330 лир. Какие жилетки покупают часто. Ходят у них. Тепло достаточно у них получается. Хватает жилетки. Простая кофта такая, но зато оформлена под сериал «Друзья». И стоит она 150 лир. Вот тоже какая-то модная, 120 лир. Это мне нравится то, что яркое. Если оденешь ее, будет тебя видно на дороге за километр. Вот 99 лир рядышком. Следующая вот эта ярко-желтая 130 лир. С Бэтменом есть. С Халком 130 лир. Это 120 лир с Бэтменом. Фенербахче. Вот есть футбольный клуб такой турецкий. Нижнее белье. Не знаю, пойду я, наверное, посмотрел чуть-чуть. Так особо не знаю, что здесь еще устраивать, что выглядывать, высматривать. Осенние ботинки всякие вот. В принципе, внешне симпатичные. 140 лир, 140 лир, 160 лир. Но это такие какие-то трактора. По-моему, у нас даже можно ходить. В принципе, разного пошива есть. Есть туфлями, вот за 140 лир туфли висят. Есть такие более ботинками. Кеды, ну, кеды всегда в моде, всегда покупают. Кеды, кроссовки. Кстати, вот более горного такого внешнего вида. Горно рисованная, 130 лир стоит. Ну, честно говоря, глаза разбегаются, но не очень много у них еще были. И что прям захотелось купить, пока вот я не обнаружил. Здесь самый большой ассортимент бутылочек для воды, колы, тренировки. Всякие есть. 40 лир, 30 лир, 50. В Лаките всегда немножко очередь. Сейчас передо мной раз, два, три человека стоят. Кочетаж. Увидел петля с доводчиком. Вот эта трубочка здесь такая у нее. 21,99 стоит. 21 лиру стоит. Простые по 17 пара продается. А это вот 21 лира. Но дешевле с доводчиком нету. Все остальные тоже простые, без доводчика. Надо, наверное, посчитать, сколько у меня этих петель, да подумать, купить, что ли. Дорого, конечно, получается. Что ж делать-то? А то в кухне постоянно бах-бах стучим дверками. Хотя бы на основные шкафчики какие-то поменять. Дешевле из ассортимента нету. Доводчиком есть чуть дороже, на 1 лиру. Ну, вот такие тоже петли. Я сейчас пойду на лавочке присяду, попробую в интернете найти, почем они у нас продаются, и понять, может быть, не так и дорого. Пойду сейчас попробую. Немножко времени у меня есть, сижу на лавочке, попробую поискать в интернете. Зашел в большой Мигрос. Есть вот веганский еще майонез по 25. Не знаю, что это написано. Тоже по 23. Кстати, есть горчица хайнцевская. Вот сколько здесь горчицы. Хардал. А это какая-то горчица. Мустард. Дижонская горчица есть. Смотрите. То, что мы искали. Это тоже все горчица. Острая, средней остроты. Но это, видимо, тоже опять зернистая какая-то. И майонез еще. Вот Пинар есть майонез. Вот такой этот раз я купил майонез. Такой на пробу. Какой-то Кальвий В. Как будто с чесночный майонез. Майонез Мигрос. Майонез большие бутылки есть. Вот такие. Кальвий набор с кетчупом. И Хайнц томатный тоже с кетчупом. Короче, вот такая вот история.
И опять нету нашего любимого Барилла номер 1. Так, короче, быстренько я пробежался. Купил там салфетки влажные, закончились дома. Петли и Миши носки. Как всегда, вроде все по чуть-чуть, денежки все разбежались, разогнались. Ну, петли давно надо, а то у нас на некоторых шкафах постоянно долбим шкафчики эти. Постоянно открываем. Сейчас один шкафчик соберу вот на этих петлях. Вот. И подумаю, может быть, с нашим турецким другом закажем через интернет, поищем. Ну, Кочташ дешевле не будет, чем Кочташ. Эти петли я купил в Кочташ. Там цена всегда такая невысокая, скажем так. Кстати, сейчас вообще нет ветра на улице. Я иду просто в майке одной. Очень тепло, прям очень комфортно. Мы, когда выходили сюда на тренировку, мы были дома еще, было прохладно, и мы просто одели эти куртки и в них и шли. В автобусе, может быть, чуть душновато было, но в принципе это ничего, нормально. А сейчас прям вот куртка на плече висит, и прям отлично себя чувствую. Не куртка, а кофта вот эта, на молнии, которую я одеваю сейчас постоянно. Я сейчас иду за детьми, у них тренировка закончилась, иду их забирать. Здесь в парке какое-то прикольное дерево, такими цветами покрыто. Не знаю, пахнет оно, кстати, или нет. Сейчас попробую понюхать. Нет, что-то не пахнет, но смотрится красиво. Елочки или туи. Я иду уже за детьми с тренировки. Сейчас должны они выйти. Они вот там сейчас могут появиться. Я по парку иду к ним. Миша вон верхолазничает по горке снаружи. Вот. Куда он полезет, интересно, дальше, потому что туда внутрь залезть сегодня нельзя. Ему сейчас надо обратно спускаться там же, где он поднимался. Вот он спустился. Да. Неаккуратно получилось. Ударился? Нет. Нормально все? Я не ударился. Я упал, у меня ботинок зацепился за этот круг. А, понятно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тру-тру-тру-тру-тру. Ладно. Пойдем домой, Михаил. Энергии еще осталось, да, после тренировки? А что он так висит странно? А как-то надо сами качели подровнять, а там внутри проходит цепочка, ее подровняешь, оно будет нормально. Не надо ножками, тут дети попами сидят. Ты садись прямо на это, садятся взрослые дети, туда попу опускают и катаются. Ну ладно, давай. Михаил, короче, вышел на площадку. Ему тренировки было мало. Повисеть надо, теперь поболтаться. Сейчас потихонечку пойдем в сторону дома. Пошла акция, 14 лир стоит бутылка. 23 зачеркнут, 14 осталось. В шоке. Интересно, на маме нашей надо спросить. Сегодня мы прокатнулись на лифте до 15 этажа. Просто поглазеть. Что тут интересного. Высоко-высоко так получается. Вид на загорающиеся огни вот здесь вот уже в городе. Видите, там в дымке
Трасса продолжает ехать круглые сутки. Туман вон там висит над деревенькой. Там частный сектор. Миша, не уходи, иди сюда к нам. Соседние дома продолжают все достраиваться. Пойдем, сейчас перейдем туда, вот куда Миша пошел. Перешли сюда вот к Мише. Что тебе видно? Балкон. Да, балкон видно. Я нашел уголок. Это, ребята, кто делает это, не надо, ни в коем случае не бросай. Может кому-то на голову упасть, это может оказаться смертельным. Это действительно так, Миша, это правда, я тебе говорю, ни в коем случае не бросай ничего сверху. Горы такие в дымке стоят. Пальмы уже засыпают. Детям интересно посмотреть. Поля вот еще, видите, тут у нас зеленые все вокруг. Что-то здесь посажено рядочками, что-то еще ожидают собрать. Ни в коем случае, Миш, бросать нельзя. Клади на пол, где взял. У кого-то бочка здесь переливает. Вода какая-то на полу. Сверху подкапывает немного. Ой. Вот там в той стороне Эрдемли. Ой, Эрдемли я сейчас показывал вам, там Мерсин находится. Кран вот какой-то неподалеку. Еще дома строятся. Вот такая красота с верхнего 15 этажа нашего дома. Ладно, пойдем мы домой. Говорит вода. Вода. Главное, чтобы никого не затопило. Так, сейчас папа полезет. Тут тоже вода вот тут на полу есть. Сейчас, погоди, Миша. Не снимай просто так. А, здесь я не пройду. Все, мне только здесь проход. На, рюкзак тебе, Олег. Давай. Сейчас покажем. Так, вот. Давай, папа, только осторожно. Сейчас мама звонит, пап. Ответить? Сейчас. Все, папа, вон лес. Лезет. Привет! Вот сейчас я вот так вот покажу, чтобы было полностью это видно. Так я глянул издалека, сухо под нашей бочкой. Нормально. Значит, хорошо. Просто под рукой дерево постучу по нему. Наш папа тут проводит какие-то работы. Петли новые. Да, я хочу поставить петли с доводчиком, а то вот эту полку постоянно лазим, постоянно дыдыч. Купил вот комплект на одни двери. Посмотрю, оправдает ли покупка себя, так сказать. Потому что стоят они здесь 21 лиру. Но самое интересное, что я посмотрел в интернет, вот через интернет в Леруа Мерлен, который в Москве считается недорогим, там они стоят дороже. Удивительно. Вот, непонятно. Ну ладно, пап, удачной работы тебе. Спасибо за добром слове, так сказать. Угу. Пошли на дело, я и Рабинович. Ночь тогда безлунная была. Та-та-ра-та-та-та. Надя же. Какой выбирай? Да вот эти бери свеженькие какие-то. Так, давай сейчас я отвяжу велосипед. В общем, мы идем кататься на великах. На дворе темно. Берем свои велики и пойдем кататься. Темной ночью. Оля решила учиться кататься на велосипеде. Она выбрала самую неровную дорогу, самую темную ночь. Ой. В общем, посмотрим, чем это закончится. Знаешь, выравнивать, и получается аккуратно. Ну что, нормально для третьего раза. Едешь, уже велосипеды поменяла. Сперва на этом попробовала, теперь на том едет. Едем потихонечку.
Хорошо, сейчас вечер, народу мало. Все по домам сидят, сериалы смотрят. Сзади машина едет. Да, да. Нормально. Ездаки.